Часть армянских националистов почувствовала, что Россия находится на краю гибели. К такой ситуации ее подвело армянское лобби, влиявшее последние десятилетия на российскую политику и, самое главное, втянуло в авантюру с агрессией против Украины. Вместо того, чтобы спасать страну, которой вообще-то Армения и армяне обязаны своим существованием, армянские националисты уже начинают заявлять претензии на российские земли, явно собираясь участвовать в разделе погибающей по их вине России. Именно так нужно расценивать материал, опубликованный в газете Armenian Report под названием «Пора возвращать свое». Накануне исторических событий. Приводим из него отрывки. Нужно быть готовыми к возвращению армянских земель, волею истории оказавшихся на территории России, в родную гавань. В то время как в Ереване происходит борьба патриотов страны против капитулянской и предательской власти, за пределами нашей страны имеют место события, способные оказать важнейшее влияние на все постсоветское пространство. Нет, я сейчас говорю не о войне между Россией и Украиной, хотя от ее исхода также зависит крайне многое во всем мире. Речь идет о том, что Эстония намерена добиваться восстановления своей территориальной целостности. Парламент Эстонии планирует рассмотреть предложение правительству об отзыве подписи под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года. После оккупации стран Балтии Советским Союзом у маленькой Эстонии изъяли уезд Пецеремаа, современный Печорский район Псковской области, а также пригород Нарвы, ближайший пограничный населенный пункт Ивангород. После распада Союза Советских Социалистических Республик Эстония требовала возвращения своей территории в границах, определенных Тартусским мирным договором 1920 года, однако безрезультатно. И вот сейчас, видя сильнейшее ослабление российской армии и очевидную политическую изоляцию России, в Эстонии решили поднять вопрос возврата своих земель. И это очень символично, потому что дальше события могут развиваться по сценарию, который никому в России не мог бы присниться и в страшном сне. С аналогичными претензиями к Российской Федерации могут выступить и иные государства. Про Японию и ряд Курильских островов я вообще не говорю. Как и про Кенигсберг, Калининград. А вот про Астрахань, Омск, Саратов, Томск скажу. Все эти города расположены на исконно казахских территориях. И в Казахстане, по мере ослабления России, вполне себе могут поднять этот вопрос. Благо, российские политики умудрились накалить до предела градус неприязни к Российской Федерации в Республике Казахстан. В этих условиях и нам нужно что? То делать. Арцах мы, нужно признать, по вине или с согласия России, практически потеряли. Осталось только четверть Арцаха. Но на территории современной России есть куча территорий, связанных с армянами. Как известно, в 18-19 столетиях в Россию перебралось жить немало армян из Османской империи и Ирана, с территории исторической Армении, где хозяйничали жестокие иноверцы. Осваивая недавно присоединенные к империи веками заброшенные земли, они основывали новые города. Один из самых известных основанных армянами в России населенных пунктов – город Буденновск на востоке Ставрополья. Город с нуля был основан в 1799 году армянами, переселившимися сюда, в безводные степи, из Карабаха. Первоначально Буденновск назывался Сурбхач, Святой Крест по-армянски. Название в честь советского маршала город получил только в 1921 году. Нельзя не вспомнить и Армавир, крупный 200-тысячный город на востоке Краснодарского края. Армавир основал в 1839 году так называемые черкесские армяне, черкесагаи, переселившиеся от воевавших с Россией черкесов. Город получил название в честь древней столицы Великой Армении. Также еще один крупный армянский город Нахичевань-на-Дону, один из крупнейших районов нынешнего Ростова-на-Дону. Но еще до 1928 года это было отдельное армянское поселение Нор-Нахичеван. Перечислять армянские города на территории современной России можно очень долго. Но важнее не просто помнить о них, но и быть готовым к их возвращению в родную гавань. При определенном стечении обстоятельств, а все идет именно к этому, о чем сигнализируют и действия Эстонии, мы также должны быть готовыми к отстаиванию исторической справедливости. Именно об этом нужно думать всем нам сейчас, а не ослаблять Армению внутриполитическим противостоянием.
Конец цитаты. В материале сознательно не упоминается Черноморское побережье Краснодарского края, в том числе почти армянский Сочи. Дело в том, что армянское лобби пока еще нужна России, чтобы полностью сделать армянской сепаратистскую Абхазию, где армян уже намного больше, чем самих абхазов. Сейчас армянские провокаторы хотят путем аннексии Абхазии Российской Федерации отторгнуть эти земли от Грузии, объединить их с армянизированным побережьем Краснодарского края, а возможно и оккупированным украинским Крымом, в одну Приморскую Армению. Армянские националисты всерьез рассчитывают, что здесь Россия накануне своего распада на данном этапе соберет интересующие их земли. А потом они как стервятники отхватят этот огромный кусок при разделе потерпевшей крах Российской Федерации. Интересно, что армянские провокаторы по-прежнему мечтают стравить русских и казахов. Во время событий начала нынешнего года в Казахстане армянские провокаторы, та же Маргарита Симоньян, намекали, что в составе Казахстана якобы находятся исконно русские земли, а теперь они уже заявляют о казахских землях в составе Российской Федерации. Цель одна – спровоцировать конфликт и передел границ, причем все равно в какую сторону.